Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Ну что ж, добрый день. Всех очень рада приветствовать. Еще раз всех поздравляем с наступившим Днем семьи, любви и верности, который состоялся вчера. И это важный для нас, для всех праздник. Особенно здесь, в Национальном центре «Россия», где мы приветствуем и чествуем не только пары, которые молодожены, которые поженились только что, но и те пары, которые уже давно и крепко и навсегда вместе связаны брачными узами. Вот мы часто говорим о любви, и эти дни, вчера и сегодня, действительно хочется говорить и видеть любовь. Ну, в жизни все бывает по-разному, времена сложные, и, наверное, именно семья и именно та любовь, которую мы получаем в семье, питает нас вот в такие непростые времена. Я даже когда сейчас вот подъезжала к Национальному центру «Россия», видела на остановке пара, девушка в белом, вот как Оксана практически, парень в черном таком, и они стоят и целуются. И знаете, честно говоря, так приятно. Вот какое-то серое небо смотришь, а когда вот это искренние, пронзительные чувства, это, мне кажется, просто это все общество делает счастливее, позитивнее и сильнее, что сегодня очень важно. Давайте мы будем говорить о любви. Мы говорим о любви во время свадьбы и чаще всего вспоминаем как раз вот эту картинку, когда молодые только-только, может быть, еще не до конца друг друга знают, но уже бесконечно друг друга влюблены, и они совершают такой важный шаг создания семьи. И вот эта любовь потом проверяется, наверное, каждый день, каждый год, каждую секунду и каждую долю секунды, потому что именно там, в семье, мы проходим самые счастливые, с одной стороны, а в то же время и самые трудные минуты и самые трудные этапы в нашей жизни. Вот мы сегодня будем говорить о разных парах, которые по-разному проходят свой путь. Кто-то из них еще только, так скажем, на заре своей семейной жизни. Мне очень приятно представить вам Алену Шатрову и Валентину Кучеренко. Валентин у нас является участником специальной военной операции. Пожалуйста, давайте их поаплодируем, поприветствуем новую семью. И также с нами ребята, которых мы очень давно любим, знаем, и любит и знает вся страна. Это наши потрясающие спортсмены в первую очередь. И за эти годы они доказали, что не только спортсмены, это просто личности мирового масштаба и уровня, и мы безмерно ими гордимся. Итак, с нами сегодня Роман Костомаров, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России и очаровательная Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. И вот у ребят столько регалий, но вот в отношении них не хочется вообще останавливаться. Мне хочется перечислять и перечислять, но это правда просто, честно говоря, гордость за то, что ребята из нашей страны, в нашей стране живут, и весь мир, конечно же, их знает и любит. Ну и вначале я бы хотела задать всем один такой общий вопрос. Что, по вашему мнению, делает семью по-настоящему крепкой? Любовь, доверие, общие ценности, ответственность или вот что-то еще, какой-то лайфхак, какой-то что-то, что чувствуете только вы и что думаете только вы. Давайте просто каждого человека спросим, каждый ответит. Давай, Алена, сначала ты. Всем здравствуйте.
Для меня любовь, наверное, это душевность, разговоры обо всем и ни о чем. Самое главное, что это разговаривать друг Это с любовь. другом. А семья? Что семью делает крепкой? Вот что-то одно. Да, и любовь. Да. Все, отлично. Теперь Валентин. Всем здравствуйте. Мне кажется, что семья, наверное, общие какие-то ценности. Общие схожие ценности. Да. Спасибо большое. Оксан, тоже, если можно, пока коротко, а потом мы все раскроем. Всем добрый день. Семья — это, наверное, про доверие, про внутреннюю какую-то ниточку, которая живет между двумя людьми и укрепляется с каждым годом, с каждым днем. Роман. Ну, практически все уже сказали. Всем добрый день. Семья будет крепкой, когда люди будут слышать, чувствовать друг друга, уступать друг другу, прощать друг другу. Поскольку действительно это такой очень сложный механизм. Это одновременное счастье, но это и определенная работа друг с другом. И должно быть взаимопонимание, уважение. Ну, многие вещи, которые необходимы для того, чтобы не только вот эти первоначальные эмоции, которые захлестывают нас, когда мы соединяемся друг с другом, но в дальнейшем все это все-таки развивать, и развивать это с обеих сторон, и со стороны жены, и со стороны мужа, чтобы семья была крепкой. Спасибо большое. Ну, мы теперь начинаем более развернуто. Готовьте ваши руки, чтобы аплодировать. Мы надеемся на откровенный и пронзительный разговор. Поэтому сначала, наверное, вот у молодой семьи, которая только-только вот недавно ребята сделали такой важный шаг, за плечами у Валентина специальная военная операция. Было непросто, было нелегко. Но вот сейчас, как бы такой эмоционально, по крайней мере, такой абсолютно новый этап в жизни. Валя, расскажи, вот как ты вообще познакомился с Аленой? Какая-то вот за этим же всегда стоит такая вроде бы простая, но мистическая всегда история. Как вы встретились? Спустя полгода после моего возвращения, это был декабрь 2023 года, я на просторах интернета увидел просто красивую фотографию девушки с мальчиком. Я сделал комплимент ей о том, что вы очень с братом похожи, очень красивые. На что мне последовал ответ, что это мой сын. И я ей написал: не существует таких красивых мам. А сколько лет сыну, Ален? Это просто 9. 9 лет. Да. Понятно. Познакомились мы почти уже 3 года назад. Да, но Алена действительно выглядит сама как ребенок, поэтому, наверное, такой был правомерный вопрос. Спасибо. Так, и что дальше? Как-то ты после пригласил? этого, да, я попытался с ней продолжить общение и хотел с ней очень увидеться. Но она, как девушка, очень скромная, все этот момент отодвигала. И в итоге я ей написал просто: давай мне какую-нибудь там анкету пришли, тестирование я пройду, и тогда уже увидимся. И все, и после этого вот она сказала: да, я готова с тобой попить кофе вечером. Так, а что за анкету тестирования, нет или не пришлось? Не пришлось, но он очень сильно рассмешил меня этим сообщением, поэтому я сказала: да, давай встретимся вечером, попьем кофе, познакомимся. Это вот такое первое общение с флиртом, прям скажем, да? Первое свидание. Давай, наверное, уже само свидание. И вот ожидание, реальность. Что ты ожидала от переписки? Одно какое-то было впечатление, наверное, да? Когда уже попала на встречу, как там все это было, какие твои были эмоции? Если честно, ничего не ожидала от встречи. То есть мы очень тепло так общались, мы рассказывали друг другу буквально все. Хотелось делиться всем-всем. Такое очень редко бывает. Это случается, когда встречаешь именно своего человека, хочется всем поделиться, как будто вы не виделись всю жизнь, и вот хочется, как со старым другом, рассказать все. Когда мы встретились, я его увидела, и первое ощущение, что было очень странно для меня, я почувствовала себя как дома. Вот когда к родителям приезжаешь домой, такое вот спокойствие, умиротворение. Вот рядом с Валентином я почувствовала именно вот это ощущение дома. А вот Валентин в этот момент что почувствовал? Ну, Мужчину. на То есть тот ожидание, реальность. Произошла реальность ожидания? На самом деле все оказалось намного лучше. Потому что на фотографии она была прекрасна, а здесь она была супер чудесна. Вот. Это касаемо внешности. Но когда с ним пообщавшись, узнал, что это за теплоты души человек,
как бы мне очень она понравилась. Я сразу же понял, что это сегодняшняя встреча, она не последняя, и у нас что-то будет. У меня было прям такое прям желание. Ну, какая-то вот история или что-то, вот, что тебя убедило, что да, человек, наверное, твой. Вот в первое свидание. Что-то было, что вот она сказала, и тебя прям зацепило. Да, она рассказала все о себе. Все, абсолютно. Ну, как бы Да. рост, вес, Мне это, группу крови. это на что самом деле не так важно. Именно духовно я понял, что человек мне очень близок. А что вот она о себе духовно рассказала? Ну, она была настолько откровенна, честная, и она смотрела мне в глаза, а я на тот момент еще сильно так не адаптировался, я смущался, мне ее прямота меня очень смущала, я прятал взгляд, то есть я не находил себе места, там краснел, возможно, даже я со стороны не знаю, как это выглядело. Вот. И знаете, когда мы пришли выпить кофе, я говорю, не хочешь что-нибудь покушать? И она говорит, ну, можно, принесите меню. И все, помимо кофе мы заказали там мясо и все. И она как будто просто, знаете, когда там кто-то в образе, он начинает там вилочкой кушать, вот это вот там кусочек, там что-то. Нет, я салатик поем. Мы поели с нормально мясо. Я понял, что это Я заказала человек. шашлык, Нет, да. не руками, конечно. Ну, то есть мы покушали, я понял, что это человек, он не лицемерит, что он вот такой он и есть. И мне это очень запало в душу. Вот мы смеемся, на самом деле еда, кухня, да, это же всегда то, что людей сближает, объединяет. И правда, по тому, как человек ест, даже можно понять, сможешь ли ты с ним жить или нет. На этом этапе многие отсеиваются, я хочу Ну, сказать. единственное, что она сказала неправду в тот момент, что она сказала, я кушаю очень много, но это неправда. То есть она говорит, что много кушает, и там закажешь, она не ест, там чуть-чуть поест и все. Ален, а сколько вы уже сейчас в браке, получается? По времени? В браке? Сутки скоро будут, да. Давайте поаплодируем. Посмотрите, у людей уже как бы жизненный опыт серьезный, солидный. Какие есть опасения у тебя? Понятно, что сутки прошли, ты еще радуешься в эйфории, но что-то внутри есть, какие-то опасения, там, страхи, тревоги? Что может быть сложным в браке? Видимо, я сейчас в такой эйфории, что никаких опасений за будущее Загипнотизировал чувствую, да, Валентин, я поняла. Ну, она немножко не договаривает, она знает уже все опасения, потому что это уже пройденный этап, мы прошли уже очень много, и спустя месяц, после того, как мы познакомились, встретились, мы уже начали жить вместе. То есть мы уже как семья существуем. То есть я принял ее Вот сколько ребенка. прошло времени вот с момента, как стали жить вместе уже? Вот. Получается 2 и 7. Уже почти 3 года, то есть, Да. да? Вы уже на 3-й год, считается, Да. поженились. Да. Вот, Валентин, что для тебя лично именно сам шаг расписаться, пожениться? То есть вот или ничего не меняется, как жили, так жили, мясо едим и едим? Вот как? Нет, ну сейчас у нас как бы совместный быт уже официальный, то есть там что-то не получилось уже, как бы, знаете, не такой ответственности нет, а сейчас ответственность уже более серьезная. Я должен соответствовать тому, чего ожидает семья. А чего ожидает семья у нас, Алена? Наметила план жизненный, бизнес-план семьи, бюджет, расходы? Конечно, я до сих пор хочу домик у моря. Он об этом знает. Да, конечно, я знаю. Мы идем То есть медленно, вы но сейчас верно. живете где, в каком городе? Город Тюмень. В Тюмени. Там есть море? Нет. Там нет Пока моря. нет, пока нет. Есть только замечательный, прекрасный город, лучший город Земли. Всех, друзья, приглашаем у него посмотреть. Это туристическое направление, очень хорошее, там здорово, я думаю, всем понравится. И горячие источники в том числе. Вот судя по пожеланию, которое озвучила Алена, она творческий человек, потому что обычно супруги озвучивают, что стиральную машину, автомобиль, квартиру, а тут домик у моря, не недвижимость, 2 комнаты, 140 квадратных метров, да, а домик у моря. Ален, ты творчеством занимаешься, правильно поняла? Чем? Да, я пишу стихи. Давайте поаплодируем. Вот у нас молодое поколение очень талантливо, встречаются невероятные, на самом деле, просто таланты. Ты давно пишешь стихи? Как с тобой это все случилось? Расскажу историю. Я раньше не писала стихи, но вдохновившись, Валентин просто у нас поэт, после возвращения с СВО начал писать стихи, и когда я прочитала, вдохновилась, и у меня как-то оно само пошло.
первое стихотворение было «Подарок по судьбе». Посвятила его Валентину, конечно же. Я помню день, когда я его написала. Это буквально было за 10 минут. Оно такое большое довольно. Отправила ему, выключила интернет, закрыла глаза, сидела и переживала, понравится или не понравится, потому что я не поэт была изначально. Понравилось? Да, конечно, понравилось. А Я давно можно сказал. попросить хотя бы 2 четверостишья? Я думаю, что все мы не осилим. Или одно. Есть такая возможность? Да, конечно. Скажи мне, веришь ли в судьбу? Ответ понятен. Нет, не верю. Тогда скажи мне, почему мы встретились с тобой в то время, когда прошли всю боль и мрак, обиды, слезы, расставания, когда был неудачный брак, а то и 2. За что страдания? Отдельно все это пройдя, мы изменились друг для друга. И вот момент, настал тот час, что небо нас свело друг с другом. Это очень здорово. Я даже как бы голос дрожит, потому что действительно, знаете, как больше всего шокирует жизнь, наверное, искренность. Да? И это то, что мы ценим, наверное, в семье и в семейных отношениях. Это когда просто искренне, когда ни за что-то, ничего не надо, а вот просто это есть. Пожалуйста, берегите это, конечно. Валентин, ты тоже пишешь стихи, и у тебя это связано с войной, со СВО, насколько я поняла. Не обязательно. В последнее время, наоборот, у меня очень много произведений, которых я посвятил своей любимой. И вот как раз я ей посвящал, и она за счет этого вдохновилась, наверное, и в ответ уже сделала такое. Есть, конечно, и боевым товарищам, и поименно есть, и вообще нашей великой, могучей родине, и братству, Тюмени, очень много, на самом деле, и то, что аж это все в голове не держится, что я фиксирую на сайте. А вот ты, Алене, впервые признался в любви Да. тоже в стихах? Да. А можешь с Да. нами поделиться, если мы можем это попросить? Подари мне свое доверие, никогда тебя не предам. Не мое это лицемерие, я оставлю его врагам. За тобой же я буду следовать в дождь, туман или январский снег. Веселиться пусть или бедствовать, только б вместе всю жизнь навек. С ума сойти. Слушайте, ребята, а вы вообще ссоритесь когда-нибудь? И если вы ссоритесь, вы тоже это в стихах делаете? То есть это «почему не вынес мусор?» Почему? Мы как все люди, конечно, есть моменты, которые мы обсуждаем, но мы привыкли, конечно, это делать только лично, разговором, глаза в глаза, все в диалоге. Потому что если это все дистанционно, по телефону или по СМС, мы друг друга не понимаем, и мы уже когда эта первая ситуация случилась, мы поняли, что нужно только рядом друг с другом. И у нас сразу все сглаживается, и все хорошо становится. А по телефону все это смерть. Так, а вторая сторона, Алена. То же самое, потому что по переписке мы вообще друг друга не понимаем, даже по звонкам не понимаем. Просто дома поговорим, все обсудим. Это такая коронная фраза. Я думаю, будет скоро сборник стихов «Дома поговорим». Все, что наболело, ребята, в интересной стихотворной форме. Слушайте, классно. То есть получается, знаете, как если у страны есть культурный код, да, говорят, наверное, у каждой семьи тоже есть свой какой-то код. И я так понимаю, что у вас этот код выражается в стихах, в творчестве. И для вас это тот кислород, наверное, которым вы вместе дышите, благодаря которому вы друг с другом общаетесь, разговариваете. Это очень чувствуется. У вас даже сами стихи похожи, как вы формулируете. Очень здорово. Еще раз аплодисменты нашей прекрасной молодой семье, но безумно опытной, потому что уже день как муж и жена, все понятно. Я хочу обратиться к тем, кто у нас сегодня присутствует в зале. У нас есть тоже молодая красивая пара, Егор Макаревич и Валерия Погулыч. Правильно сказала, да? Во-первых, ребятам нужен микрофон, да, чтобы отвечать на вопросы. Ребят, если вы немножко встанете, тогда, наверное, вас увидят, какие вы красивые. У вас необычное свадебное платье, чтобы даже там это было заметно. Так, тут, конечно, каждая семья свой какой-то путь проходит, да. Какие-то у вас тоже испытания уже были. Поделитесь своим опытом, что сейчас наболело, что хотите сказать. И как давно вы вообще женаты? Расскажите. Также сутки. Так, тоже очень, очень давно. Но знакомы мы уже 11 лет вместе. Сколько 11 лет мы знакомы, да. 11 лет? Знакомы. А вы что так долго думали?
11 лет думали. Так получилось. И первое наше, наверное, испытание было, я Егора ждала с армии. Ага, на срочную службу, да, Егор ходил? Сколько, 2 года, 1 год? 1 год. 1 год, да? Недавно это было, я так поняла. Нет, Давно. 9 лет назад, да. И тогда как-то у нас не получилось это все, и мы решили повременить. И вот временили... А почему не получилось, когда уже пришел из Да, армии, Егор не пришел с получился армии, союз? да, потому что я пошла учиться и самореализовываться. Я сначала получила первое образование, потом второе образование, и тут я уже поняла, что То есть он просто Егор вовремя ждал тебя меня, остановил. да. Если я Егора ждала год, то Егор меня ждал уже целых 10 лет, получается. Вот я хочу послушать человека, который 10 лет ждал. Скажи, пожалуйста, Егор, то есть у тебя было абсолютно, ну что, никого вокруг не было? Или у тебя было какое-то осознанное желание, и оно вот так вот крепло все 10 лет? Это было осознанное желание. Я всегда хотел находиться рядом с ней. Почему? То есть, ну, мне человек этот запал в душу еще очень давно. Прям забрал душу. Конечно, И запал. не отдавал. Да. Ну какое качество? Что именно? Почему ты решил? То есть, ну мы можем людей любить, ценить, нам они могут нравиться, да? Но именно выбрать как свою супругу, как своего спутника на всю жизнь, почему она? Просто мне не хотелось никого видеть рядом с собой, кроме нее. Как же ты жил 10 лет? Да. С закрытыми глазами. Почему нет? Представлял Валерию. Да. Вот так вот. Да. А похожа ли Валерия, например, на твою маму? Или на кого-то из твоих родственников? Я бы не сказал. Нет. Думаю, нет. Ну все-таки, ну какое качество в ней? Понятно, что она все качество? только вот... За что? За что? Ждал? За что сейчас женился? Это творческий человек. Это человек, который обладает хорошим чувством юмора. Это эмоциональный человек. Я всегда говорю, что она очень эмоциональна. Если я более сдержанный человек, то она прям 10 лет сдерживался. эмоциональна. Конечно. Да. Вот. Если она огонь, то я буду как, наверное, ветер больше. Ну, что еще? Ну, вот смотри, ты 10 лет этого ждал, там, может быть, ну, разные периоды, еще что-то, но все равно 10 лет вы не были, что называется, уже до конца вместе, как муж и Мы жена. были как друзья. А, ты во френд-зоне был долго, да? Не прям френдзона. Ну да, можно так сказать. Давайте скажем, что это была 10-летняя френдзона. Ты себя как в этот момент успокаивал? Потому что ты же четко осознавал, что тебе хочется ее в жены, правильно? Правильно. Вот что ты себе говорил там? Я дождусь. Прям все 10 лет? Ну, думаю, да. А были вот отчаяния, что, ну, Нет, всё не было. уже? Не было? Не было. Слушай, он тебя бы еще 10 лет ждал. Такой человек. Слушайте, ну это супер здорово. Давайте поаплодируем. Это правда качество, которое будет помогать такой семье. И еще 10, и еще 10, и еще 10 раз по 10 лет. Вам хорошей семьи, классных Спасибо. детей и вообще всего того кайфа, который есть в любой семье, потому что, ну, нигде, мне кажется, ни в чем другом человек так счастлив быть не может, как в семье. И пусть все это случится с вами и всегда будет. Еще раз аплодисменты. Мы переходим к следующей нашей паре. Давно ждем этого момента. Вот мне написано по таймингу в 15:27, но вот я уже начну. Еще раз к нашим героям, к нашей потрясающей паре Роман Костомаров, Оксана Домнина. Итак, любовь, семья, поддержка близкого человека. Вот это все у ребят произошло вот не то, что там не на словах, да, ну вот все пары и все семьи через что-то проходят. Но ребята прошли очень много всего. Тоже давно ребят знаю и за ними с удовольствием наблюдаю. Давайте немного погрузим нашу аудиторию вот в то, что было, ну, так скажем, до всех там, последних событий. Вы все чемпионы чемпионские. Вы суперзвезды, мегазвезды всех телеэфиров, интернет-эфиров и всего на свете. Но это же очень сложно быть вообще в целом на виду, да, и при этом сохранять по-настоящему крепкие, близкие семейные отношения. Как это происходило вот там последние там, десятилетия, ну, не знаю, 10 лет, больше даже, да? В чем, что ли, секрет? Ну вот с Оксаны хочу начать. Мне вот интересно по-женски. Учитывая, что это потрясающе талантливые, разносторонние ребята, талант делать такое, что это характер. Это еще и спортсмены с характером. Как, Оксан, ты вот это в себе все удержала, вырулила и сгармонизировала так, что у тебя такая семья?
Ну, во-первых, наверное, начну с того, что буквально недавно я разбирала фотоальбом и увидела фотографию 2001 или 2002 год, когда я стою на 3-й ступеньке пьедестала со своим партнером Максимом Шабалиным. Роман с Татьяной Навкой стоит на 1-й ступеньке пьедестала. Мы на тот момент еще не знакомы. И я вот с таким вот восхищением смотрю на этих богов и даже не могу себе представить в тот момент о том, что я с этим человеком проживу больше 20 лет на данный момент уже, вот, и что буду счастлива, буду любима. И, конечно, мы прошли и проходим огромный путь. Мы долго ждали друг друга в спорте, пока Роман выступал на Олимпиаде в 2006 году, он тренировался в Америке, я была в России. Потом я улетела в Америку тренироваться, готовиться к Олимпийским играм. Он меня ждал здесь, в Москве. У нас была такая жизнь и любовь на расстоянии. И вот начиная, наверное, с 2010 года у нас уже появилась наша дочка Настенька первая. Конечно, так сказать, полноценная семья уже появилась, начиная с 2010 года. 11. Родилась-то в 11-м. В 11-м родилась, а я вернулась-то в 10-м. Хорошо. Обожаю вот эти семейные споры. Я к тому, что после возвращения уже, когда я закончила спортивную карьеру, вот с этого момента мы уже начали каждый день жить вместе. До этого были это все разъезды, встречи какие-то, ну, такие, месяц, несколько дней, ну, то есть любовь на расстоянии, так сказать. А с 2010 года у нас уже полноценная семья такая большая появилась, вот. И, конечно, первый ребенок, второй ребенок, работа, путешествия. Мы все время вместе работали, ну, то есть наша совместная карьера, она была все время в совместных разъездах. Где-то это прекрасно, где-то это не очень. То есть когда ты в молодости находишься с человеком 24/7, конечно, иногда бывает непросто. Приходится находить какие-то компромиссы, на что-то соглашаться, не соглашаться, чуть-чуть ругаешься, договариваешься, не договариваешься. Ну, то есть такой непростой путь был все равно до того, как самый непростой период нашей жизни сложился. Но всему всегда сопутствовала любовь. Это, наверное, самая главная и основная база, которая, мне кажется, в любой семье, в любых отношениях должны быть, потому что это фундамент. Вот я замечаю, что пары, которые много испытали и прошли какие-то очень крутые большие пути и горки вместе, меньше говорят. Вот нет, правда, я замечаю, что те, кто на самом деле знает секрет семейной жизни, они его не раскрывают, потому что они понимают, что это очень что-то священное, очень такое, то, что трогать нельзя. Но все-таки, вот для того, чтобы этот секрет вашего союза понять, кто из вас, например, более взрывной? Кто из вас по темпераменту? Или вы оба? У вас итальянская семья, и как бы взрыв эмоций, это для вас нормально? Ром, можно тебе, например, ответить? Да. Скажу пару слов. Да нет, на самом деле, ну, характеры у нас у обоих сильные. Ого-го, да. Поскольку без характера результатов в спорте не добиться. И, наверное, все-таки этот характер больше проявляется, когда мы находимся на льду. Вот непосредственно в нашей, в этой сфере, атмосфере, в этом холодном пространстве. И, конечно, когда мы вместе где-то что-то делаем, или там выступаем, или готовимся к выступлению, ставим какую-то новую программу, то тут, конечно, иногда нас заносит, потому что никто никому не хочет уступать. И возникают порой споры и какие-то такие неприятные моменты. Но что касается жизни, то, ну, все-таки Оксана женщина, она ласковая, нежная, домашняя. Она по-другому себя ведет, чем на льду. Она не такая, там, можно сказать, ну не то, что не требовательная, но характер у нее гораздо мягче дома, чем
на льду, поскольку, я говорю, без характера результата не добиться. Но да, наверное, более, может быть, Эмоциональный. эмоциональный. Конечно, в семье может быть там пожестче, чем жена, но это нормально, мужик должен быть пожестче. Ну как? Как-то воспитание детей, конечно, мама — это ласка, это все остальное. Папа все-таки не только пряник, но иногда и немножечко надо осаживать, чтобы не садились на плечики, ножками не болтали. Нас так воспитывали, я не знаю. Поэтому Сейчас тут большие всё споры дол- в всё интернете, должно как быть миллениал воспитывает зумеров и наоборот. все должно быть в балансе, должен быть баланс. Поэтому ну, нужно и хвалить, нужно и ругать. Конечно, там без каких-либо там серьезных грубостей или еще что-то, но все-таки там, наверное, в семье я построже, дети меня больше там не боятся, уважают, что ли. Но меня как бы слышат сразу. Меня как бы слышат сразу, маму слышат с 5-го раза. Поэтому, ну, я считаю это правильным. Вот. Все То так, есть- Оксан? Все Нет, правильно? все так, да. Вы просто сказали вначале про понятен наш секрет семьи. Нет, непонятен, даже мне непонятен. Ну, то есть вот когда задают вопрос, а какой у вас секрет? Да, я не знаю, какой. Ну, то есть, может быть, лет через 50, когда уже на пороге старости, может быть, тогда этот секрет на самом деле действительно мне лично откроется, и я скажу: слушайте, ребят, ну вот надо делать это и это, и это. И то думаю, что вряд ли, потому что настолько каждый человек уникален, каждая пара индивидуальна, что что-то одно никогда не подойдет другой. Ну, что-то одной паре никогда не подойдет другой паре. Вот. Но в любом случае база всему — это любовь. Мы сами на стадии как бы обучения. Нам реально пока еще, Серьезно? ну, вроде как не 70, не 80, если, конечно, доживем. А Ну, официально сколько лет получается? мы официально с 2014 года, с 25 апреля у нас Это мы была обвенчались в обвенчались 2014. в 2014 году. А так мы с 2005 С года. 2005 года мы общаемся. встречались. Я уже окончательно запуталась. Я просто... То есть Ну, в общем, давно. 20 лет. 20 Давайте лет. побольше. 20 Больше лет. 20 лет. С ума сойти. 20 лет. Какие вы молодцы. Это очень На фоне остальных ребят мы брачные ветераны. точно. Даете советы новобранцам. Но вот про секреты, да, действительно сформулировать сложно. Но ведь как спортсмены вы привыкли, наверное, в жизни ставить ну, какие-то цели. И жестко к этой цели идти. В семье получается ставить какую-то цель или там планку? Может быть, она есть какая-то у вас такая на всю жизнь планка, к которой вы стремитесь? Вот, Ром, Оксана, поделитесь, как вы это видите? Ну, мы все-таки создали семью, уже будучи оба успешными людьми, да, и прошли огромный путь в спорте, много гастролировали после спорта по всей нашей большой стране. У нас много было проектов телевизионных. В этом году 20 лет уже ледниковому периоду. Поэтому мы были уже состоявшимися спортсменами, людьми, и дальше совместная наша жизнь, она не подразумевала того, чтобы, ну, там, стремиться, ну, конечно, всегда хотелось тоже домик у моря, всегда хотелось там приобрести себе хорошую квартиру большую, особенно когда появляются дети. Конечно, все время думаешь о том, что надо расширяться, там 2 детей в одной комнате, но это все временно. Поэтому какие-то такие, может быть, банальные бытовые мечты, они и бывают. Но сегодня, честно скажу, мы живем просто сегодняшним днем и наслаждаемся сегодняшним днем. Потому что можно далеко смотреть вперед, пытаться смотреть вперед, но не факт, что это все получится, и не факт, что это все сбудется. Я в плане того, что может все что угодно произойти. И поэтому надо сегодня работать, выполнять какое-то свое дело, выполнять свою работу, зарабатывать, обеспечивать семью, воспитывать детей. Все нужно делать сегодня, стараться не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, потому что завтра может и не быть.
Поэтому я живу сегодня таким принципом. Идет дождь, я счастлив. Цветут цветы, деревья. Мне прекрасно, потому что после 23-го года немножко мой взгляд на жизнь поменялся. Поэтому... Вот как раз к 23-му году понятно, что история большая и героическая, вы вместе это все вынесли, и вся страна за этим наблюдала, мы поддерживали как могли, но настоящая поддержка все-таки та, которая именно рядом. И рядом все это время Оксана была. Вот, Ром, скажи, пожалуйста, вот что вот в том периоде во всем, да, для тебя является проявлением именно любви этой женщины? Вот понятно, что она была рядом, и все было сложно, тяжело, она находила слова, находила силы. Но вот есть что-то такое вот одно, за что ты лично очень благодарен, и в чем ты видишь символ вот вашей любви? Какая-то ситуация, какое-то слово, какой-то предмет? Вот что-то конкретное. Ну, трудно сказать, на самом деле, даже не трудно сказать, да просто, что она была со мной рядом все это время. Это было, не представляете, как важно. Я уже не говорю о том, что она мне говорила. Как она каждое утро до вечера со мной проводила. Глядя на меня, понятно, что без слез на меня не взглянешь, в каком состоянии я был. Потому что сейчас я могу посмотреть там какие-то фотографии, видео из больницы, и это ужас, и как можно было вот с этим проводить столько времени. Но я правда говорю, это меня поражает сила женщины. Сила женщины порой бывает сильнее сил мужчины. И то, что она перенесла, это правда, это героизм. Героизм. И те слова, которые она мне находила каждый день, что... Я говорил, понятное дело, первое время жить не хотелось. И на протяжении нескольких месяцев, конечно, я сильно мучился от этого. Но ее присутствие, ее слова, которые она мне говорила, что надо что-то делать, и надо маленькими шажочками. Мы не знаем, что будет дальше, далеко вперед, не смотри. Давай просто каждый день начнем делать какое-то преодоление над собой, потому что чем быстрее мы начнем это делать, тем быстрее мы сможем выкарабкаться и в дальнейшем понять вообще, к чему это нас приведет. Потому что если сейчас задумываться о том, что будет в будущем, то, понятно, все выглядит очень печально и темновато. Но давай пробовать и делать какие-то усилия. Я говорю, зачем я тебе такое? Она говорит, если бы я попала в такую ситуацию, я бы хотела, чтобы ты был рядом. И эти слова меня сильно зацепили, и правда, и то количество людей, которые поддерживали, понятно, я это не сразу видел, не сразу слышал, но потом какие-то и видео, и сообщения голосовые, которые присылали нам, я понимал, что много людей переживает, и я не должен сдаваться. Также сообщения от моих родителей, которые переживали нереально, они взрослые люди. Конечно, я хотел, чтобы они в этот момент тоже не покинули этот свет, и надо мне как-то что-то предпринимать, потому что им еще будет 2 раза тяжелее. Дети поддерживали. И, в общем, семья – это самая сильная мотивация, которая тебя мотивирует на то, чтобы из самой сложной ситуации выбираться и вставать на ноги. Семья – это главное. Спасибо. Оксана, вот ты для женщины, вот извини, предварю твой рассказ. Конечно, ты знаешь, как бы ты вот прям олицетворение какого-то сверхчеловека. Вот даже не просто женщины, а вот просто сверхчеловека. Потому что именно в этой ситуации мы в тебе увидели вот просто такую сверхсилу. Сверхсилу любви, сверхсилу принятия ситуации, сверхсилу перевернуть эту ситуацию так, чтобы можно было из нее выкарабкаться. И вот, ты знаешь, я каждый раз, когда эту ситуацию анализировала, любая женщина себя, да, примеряет в любом случае. Мы когда смотрим, смогла бы я, не смогла. А ты сама от себя ожидала, что в тебе есть такая колоссальная сила? Она вот как бы появилась сразу, ты это почувствовала? Вы знаете, сейчас, спустя 3 года, конечно,
можно говорить, наверное, о том, что какая-то сверхсила у меня, у меня есть, да. На тот момент, когда все это произошло, безусловно, мой мозг рисовал самые ужасные картинки, которые только могут быть. То есть, когда ты видишь своего родного, любимого человека, который лежит без сознания, просто в отвратительном состоянии, ты, ну, как бы только молишься о том, чтобы он выжил, и стараешься не думать о чем-то вообще, о том, что может быть впереди. Потом, когда состояние Романа начало уже улучшаться, и пришло понимание того, что необходимы операции, ампутации, вот это понимание того, что как человек, который там всю свою жизнь катался на коньках, ходил, бегал, работал, это, ну, для мужчины 45 лет, особенно зная Романа и его отношение вообще к себе, к требованиям к себе. То есть он безумно переживал, когда он упал, и у него пальчик плохо разгибался. Для него это была катастрофа. Катастрофа. И то есть, зная все это, я не представляла и не понимала, как он захочет жить вообще и что-то начнет делать. То есть я думала, что он просто всех пошлет на 3 буквы сразу же и скажет: идите, до свидания, я тут сейчас умру, и все, и не трогайте меня. Но каждый день, приходя и видя маленькие какие-то положительные шажочки в его состоянии, я была, несмотря на его ужасное состояние, я была рада каждый день его видеть. Я с утра летела в больницу и вечером не хотела уезжать, потому что я каждый день видела вот маленький прогресс, который происходит, и хотела помочь, чем я могу помочь. Да просто даже вот ничего не делая, сидя рядом, я понимала, что, наверное, я не знаю, он на тот момент еще ничего не говорил, но, наверное, вот быть просто рядом, это, я очень надеялась, что это поможет. Конечно, слова поддержки. Я ему на ушко говорила, я говорю: ты выиграешь свою самую главную победу, победу над болезнью. Только борись, пожалуйста, не сдавайся. Потому что я понимала, что если он сам сдастся, если он сам не захочет, ничего не произойдет. Мы можем все вокруг тут хоть опрыгаться и все что угодно сделать, но если человек сам не хочет, сам сдается внутренне, это все, это катастрофа. Поэтому, конечно, на тот момент перспектива казалась просто отвратительная, просто ужасная, но опять же здесь очень сильно мне лично помог мой спортивный характер, потому что я за годы спорта научилась, меня спорт научил тому, что я выходила на соревнования, никого не волновало, что у тебя болит, какие у тебя проблемы, что с тобой происходит. Ты должен был выйти и сделать свой максимум, который ты тренировал годы. И, конечно, вот эта вот натренированность, именно вот ничего не вижу, никого не слышу. Вот у меня есть мой любимый человек, с которым вот я буду с утра до ночи. Я готова была и ночью, но меня выгоняли, сказали, что нет, Оксана, тебе тоже нужно отдыхать, поэтому нужно уехать. Вот это вот, наверное, какая-то максимальная самоотдача в тот момент и желание просто быть рядом, потому что мы не знали, что будет завтра. Я не знала вообще завтра. Я приеду, что будет? Будет ли он жить? Вот именно как бы хотелось мне просто быть рядом. И дальше уже шаг за шагом, маленькими шажочками мы пришли к тому, что мы имеем сегодня. Улыбающегося
Романа Сергеевича. Это самая красивая, обаятельная улыбка. Мы сейчас Да. у Романа Сергеевича тоже спросим. Вот в вашей истории, в вашей семье очень много силы. И у тебя, Ром, и у Оксаны. Но еще и у детей, которые тоже это пережили вместе с вами. Вот какие качества проявили они в эти такие непростые, трудные моменты? Ты как бы на них тоже посмотрел новыми глазами, да? Их какую-то новую грань для себя отметил? Ну, во-первых, я их увидел только уже после того, как встал на свои новые ноги, потому что я не хотел, чтобы они ко мне приезжали в больницу, дети, и вообще, в принципе, никто, чтобы ко мне не приезжал, кроме жены. Потому что мама могла, ее трясло, когда она меня видела, я сказал, не надо, а то она помрет раньше меня. Поэтому, кроме Оксаны, у меня никого не было до того момента, как Брат я... еще. Брат, понятно, Да, брат родной, да. Он просто иногда Оксане давал хотя бы возможность один денечек отдохнуть. Вот, и я сказал, что я вернусь домой только на ногах. Я не хочу, чтобы меня видели дети каким-то таким слабым, каким-то не таким. Я хотел все-таки быть сильным перед ними. И я не знаю, как они себя проявляли в тот момент, когда я был полгода в больнице. Я понимал, что Оксане вдвойне тяжелее. Ей надо было им что-то объяснять, рассказывать, что папа теперь будет там робот 3000, не знаю, кто там, киборг, терминатор и все такое, чтобы как-то постепенно им объяснить, что со мной происходит. Поэтому вот эти, как они проявили свой характер, я не знаю. Но сейчас они меня сильно очень поддерживают. Ну, не то, что там жалеют, потому что Настя, дочка, первое время на деньги меня ставила там. Ну, потому что у меня настроение вот так летало. То там смеешься над собой, то плачешь. И как только ты плачешь, она говорит, папа, 3000 рублей там или 5000 Сколько рублей. накопила? Хотя ни разу не брала Ну, ни деньги, разу не брала, нет, но это просто было чисто... Это было такое, Такое Дисциплины. Дисциплины, да? дисциплина, да. папа, нельзя, пап, ну все, пап, 5000. Сын говорит, когда вернулся, он говорит, папа, а можно, чтобы у тебя еще голова на 360 крутилась? Я говорю, сынуль, подожди, дай с этим разобраться. Поэтому дети поддерживают, они еще маленькие, наивные, но все понимают, и сын, и дочка, они, конечно, где-то что-то помогут, где-то там, если я попрошу, конечно, что-то принесут. Но я стараюсь быть самостоятельным, пока это возможно, потому что я к этому привык. Точно киборг. Оксан, тебе вообще ни минуты было не расслабиться, потому что ты пришла в палату, в больницу, тебе нужно как коуч, как тренер, который мотивирует, да, ставит задачу, сегодня мы делаем это, достигаем, мы молодцы. И приходишь домой, а там тебе нельзя сдаться, потому что тебе нельзя показать слабость перед детьми. Это же самое вот это страшное, когда ты даешь слабину, хотя ты чувствуешь, что вот в любой момент можешь разреветься, сдаться, просто взрыв эмоций. Они как себя проявляли? Вот, и что-то, может, неожиданное тоже, да, ты замечала? Как они по-взрослому или по-детски? Вот как они реагировали? Ну, конечно, первое время они всю информацию знали с моих слов. То есть, приезжая домой, я старалась находить адекватные для их понимания слова происходящего. И когда я поняла уже, что необходимо им рассказать про операции, я долго консультировалась и с психологом, и в больнице тоже с врачами, как вообще с детьми разговаривать, как им сказать о том, что у папы не будет ножек и ручек. Ну, то есть, как вот ребенку можно в 10 в 7 и 12 лет, да, можно объяснить вообще, почему, как и чего. И это был самый сложный, наверное, разговор в моей жизни, потому что
тебя трясет, дети не понимают, что происходит, и найти правильные нужные слова, чтобы они не испугались и воспринимали нового папу таким, какой там он будет, ну, это очень тяжело. Я начала рисовать. Прям взяла листочек и начала рисовать тело на картинках, рассказывать доступным языком. Илюша, конечно, у него просто стояли слезы в глазах, он не до конца понял, он единственное, что сказал: мам, я что-то ничего не понимаю, что происходит. Настя, конечно, она более взрослая, она поняла, что все очень сложно, тяжело, но самый главный вопрос был, что папа будет жить. То есть вот это понимание того, что для детей и для нас самое главное было, чтобы папа жил. Как там дальше будет, неизвестно. Сейчас, конечно, уже мы плюс-минус, насколько это возможно, адаптировались, они тоже. И для них уже папа такой робот 3000 суперкиборг, который у нас есть. Да. Вот. И, конечно, время идет, и как-то это чуть-чуть сглаживается. Все мы привыкаем к новому образу жизни. Вот. Но на тот момент, конечно, было полное непонимание, отчаяние. И я честно скажу, дома плакать нельзя. В больнице тоже, хотя я к Роману приезжала каждое утро, да. Мы с ним ложились вот так в обнимочку, поревем оба. Я ему причем говорила, я говорю: где мы еще поплачем, если не сейчас в обнимочку с тобой? Я говорю, надо реветь. Все равно, чтобы это выходило. И вот мы с ним поплачем, и потом начинали завтракать, заниматься. И вот так мы через слезы выписались из больницы спустя 6 месяцев. Вы знаешь, Оксана, вот и Рома, мы вам просто желаем простого человеческого счастья для вашей семьи. Невероятно сильный, невероятно мужественный. Просто нет даже других таких примеров. И мне кажется, что еще очень важно, что сегодня, когда идет специальная военная операция, к сожалению, семьи проходят такие ситуации. Ребята возвращаются в разном состоянии. И тоже там я как военкор всегда и видела госпитали, в которых ребята еще без семей проходят реабилитацию. Происходит это очень тяжело. Вот без семьи, без супруги, без просто вот близкого человека, если честно, это почти невозможно. И когда мы были в реабилитационных центрах, вот я видела ребят, у которых не то, что глаза не горят, просто было видно, что как будто бы человек, он вроде бы живой, но он не живой. И глаза ничего не изображают. И так было страшно. Я всегда, хороший очень центр реабилитационный, невероятные вещи творят. Ребята молодцы. Но я говорю, а как надо же там душевно к каждому подойти. Вот у вас там, допустим, 30 ребят. И вот хозяйка этого центра, она говорит, а я с каждым сижу и по часу разговариваю. У меня расписание. Я к каждому прихожу и час разговариваю. Даже с теми, кто не говорит, кто вообще молчит. Очень часто ребята закрываются и просто не могут саму ситуацию вот именно морально пройти. Поэтому ваш пример — это просто пример для тех, кто сейчас в такой непростой ситуации. И кто это проходит и только-только в это вступил. И, может быть, думает, что выхода нет. А выход есть, если есть семья, если есть близкий человек, если есть тот, кто поддержит, поможет и просто вырвет вот из этого порочного круга. У всех очень разные ситуации, у всех разные ранения, увечья, но одно точно, что помогает близким, помогает тот, кто рядом, помогаем мы все. Спасибо вам еще раз огромное за эту историю. Невероятно, безумно вами гордимся. Спасибо. Но я уверена, что есть такие семьи, просто мы о них не слышим и не знаем. Я уверена в этом. На 100% есть жены, которые поддерживают, есть близкие, которые поддерживают. Они 100% есть. Потому что очень тяжело. На самом деле, вот Роману, когда спрашивают, а как вот если один? Вот я честно, я тоже, я не представляю как. Когда ты один сталкиваешься с такой сложной ситуацией, то это очень тяжело. И тут, конечно,
ну, хотя бы если нет жены, чтобы тогда родители как-то поддерживали, или друзья, ну, кто-то, какие-то близкие Живая душа люди нужна, родная живая душа. должны быть, потому что одному очень сложно. Это в 10 раз герои, которые одни, конечно, справляются с такими сложностями. Спасибо большое. У нас еще есть одна пара, тоже ребята, тоже, я так понимаю, молодожены. Если я правильно все прочитала, Хряков Святослав и Бобрышева Дарья. Правильно? Ой, ребят, сейчас вам дадут тоже микрофон. Вы тоже свеженькие, да? Тоже день как поженились? Да, ровно сутки. Сутки, ровно сутки. Мы поздравляем вас Спасибо с большое. вашим бракосочетанием. Суточный брак. Ну, расскажи, как вы познакомились? Вы тоже 10 лет ждали? Нет, у нас это, кстати, произошло намного быстрее, чем у всех остальных тут пар. Мы, наверное, самая молодая из всех представленных. Мы Через сколько познакомились поженились-то? полтора года. Через 1,5 года? Да. Так, расскажи, как всё это было? Познакомились, кстати, очень похожая история на пару, которая сидит перед нами. Вот нас свели друзья, тоже чашка кофе, одно, второе, третье свидание и предложение. Причем я до сих пор не понимаю, как я на это решился, как это у меня произошло. Зомбировали тебя, да? Ну вот я абсолютно не волновался, наверное, я сейчас волнуюсь больше, чем когда делал предложение. Это вот настолько все легко протекало, как будто оно так и должно было быть. И Дарья даже не задумывалась. Ну, вот за нее не надо рассказывать, Даша, давай, ты сама. Хорошо. Сейчас Дарья как раз расскажет, как ей было. Ну да, для меня было очень шокирующе, удивительно то, что предложение поступило буквально спустя год отношений. Я этого абсолютно не ожидала, конечно. Ну, честно, любая девушка всего ожидает. Нет, Что, я год абсолютно. ничего не ожидала, я 10 лет... Я думала, что это будет спустя 2 года хотя бы. Ну, то есть мы это обсуждали, ну, так, завуалированно. Мы думали, я думала, по крайней мере, что это будет позже. Я никак не могла ожидать, что это будет так рано. Причем он учел все мои какие-то мечты, пожелания. Вот это было для меня идеально. Ну, расскажи, как это было. Вот. Мы поехали в Ростов к нашим друзьям в гости сразу же после Нового года, буквально вот 3 февраля. Ой, января, да. Хорошо, ехали. И ночью с видом на ночной весь Ростов. Так это все было подстроено друзьями, Святославом, что я абсолютно не ожидаю. Вот мы фотографируемся, нас со всех сторон снимают. Происходит предложение, я просто там обливаюсь слезами, не знаю. Как это было? Как бы, ну, просто гуляли-гуляли, вдруг раз встал на колено? Нет, мы были дома, и друзья предложили устроить фотосессию. Там такая елка была, наверное, больше 2 метров высотой, очень большая, красивая, и предложили пофотографироваться. Вот. И мы были первыми почему-то в этой фотосессии. И вот, снимая нас со всех сторон, внезапно я вижу, как он заводит руку за спину, и понимаю, что сейчас произойдет. Я просто была в полном шоке. Что-то крикнула «нет». Конечно, крикнула «да». Она Я крикнула была «да». при этом очень рада, конечно. Для меня это был самый приятный сюрприз. Ну что ж, мы аплодируем вашей паре. Мы желаем тоже счастья, Спасибо многих большое. лет жизни, пройти через все испытания, трудности. Это еще тот квест, но наслаждаться друг другом, наслаждаться своей семьей и, конечно же, деток, которые, ну, приносят тоже вот это бесконечное счастье. Спасибо огромное за этот разговор сегодня. Мне кажется, сегодня все максимально искренне были. Это было очень классно, это было очень, как-то, знаете, мотивирующе. И действительно, ну, есть смысл жизни, и смысл жизни — это наши дети и наша семья. И так как здорово, что сегодня мы свидетели, даже вот энергетически я это чувствую, столько пар сегодня, вернее, сутки назад поженились, сегодня уже пытаются как-то осмыслить последствия своих поступков. Еще раз всем желаю любви,